Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о коровах. Что мы знаем о них? Все, конечно, скажут, что все мы отлично ее знаем. Ведь невозможно представить себе деревенский пейзаж без буренки, пасущейся на лугу. Это весьма крупное животное. Симпатичный нос, хвост с кисточкой и 4 ноги с копытами. И у коровы есть рога, как и у быка, ее мужа, подходить к которому опасно. То ли дело телята, такие милые и смешные. Коровы присутствуют в нашей жизни почти с самого рождения, и при этом не обязательно жить в деревне. Одна из первых картинок с животными, которые мама показывает и рассказывает, это корова, которая говорит «му» и дает молоко. На лугу пасутся ко. Правильно, коровы. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. А дети, подрастая, шутили: ешьте сено и траву, будете коровы. Хотя так и есть, коровы не плотоядные, а травоядные животные. Они любят сено и травушку-муравушку, и это только цветочки. На самом деле о коровах есть намного больше интересной информации, которую мы с вами сегодня и узнаем. Поехали! Коровы, нежные гиганты животного мира, были неотъемлемой частью человеческой истории на протяжении тысячелетий. Их приручение произвело революцию в сельском хозяйстве и определило ход человеческой цивилизации. Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда произошли эти замечательные существа и как они развивались с течением времени? Для этого мы отправимся в увлекательное путешествие в далекое прошлое, для того, чтобы раскрыть происхождение коров, их разнообразие видов и их важную роль в формировании нашего мира. Одно время считали, что это произошло в Древнем Египте. Египетское государство образовалось в 3200 году до нашей эры, когда отдельные разрозненные общины, номы, объединились. И с этого времени ведет свой счет египетская культура. Древние египтяне оставили много свидетельств, в том числе и письменных, благодаря которым мы не только знаем, какие животные были в Древнем Египте, но и как с ними обращались. Знаем даже, сколько животных было у некоторых египтян. Так, например, запись на гробнице главного жреца Хара, жившего примерно 4200 лет назад, сообщает, что он владел 1055 головами крупного рогатого скота. Существовали скотовладельцы, имевшие по 1500 голов, а у одного было даже около 5000 коров, быков и волов. Конечно, такие стада могли принадлежать только очень знатным вельможам Древнего Царства. И в едва появившемся египетском государстве скотоводство было уже широко развито. Значит, скот был приручен гораздо раньше, но не в Египте, а скорее всего в прилегавших к нему землях. Чтобы проследить происхождение коров, мы должны отправиться в доисторические ландшафты, существовавшие около 10 тысяч лет назад, в регион, известный как плодородный полумесяц. Эта территория в форме полумесяца простирается от восточного побережья Средиземного моря, включает части современной Турции, Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, Ирана и Ирака и достигает рек Тигр и Ефрат. Термин «плодородный полумесяц», придуманный археологами и историками, описывает этот регион с исключительно плодородной почвой и благоприятными климатическими условиями для раннего земледелия. Часто называемый колыбелью цивилизации, он был одним из первых в мире центров сельского хозяйства, урбанизации и развития сложных обществ. Регион уже давно получил признание за свой жизненно важный вклад в мировую культуру. Благодаря цивилизациям Древней Месопотамии, Египта и Леванта, среди которых были шумеры, вавилоняне, ассирийцы, египтяне и финикийцы, отвечавшие за развитие цивилизации. География, климат региона благоприятствуют развитию сельского хозяйства, и общества охотников-собирателей переместились в оседлые общины в этом районе, поскольку они могли прокормить себя с этой земли. Климат был полузасушливым, но влажность и близость рек Тигр и Ефрат и далее на юге Нил стимулировали выращивание сельскохозяйственных культур. Развитие сельских общин сопровождалось технологическим прогрессом в сельском хозяйстве, и после его создания последовало одомашнивание животных.
Но может быть и не только там. Ученые сейчас считают, что приручение происходило сразу в нескольких местах в Азии и Африке. Не исключено, что приручали и в Европе. Однако, если археологические находки могут указать, где это происходило, а также могут подсказать, когда это могло произойти, то как это произошло, нам никто не расскажет и не подскажет. Одно известно точно, что тогда бродили предки домашнего скота, известного под общим названием туры. Туры были грозными существами, внушительными животными, которые когда-то бродили по Европе, Азии и Северной Африке. Более того, эти массивные быки имели высоту до 2 метров холки, крепкие мускулистые тела, шерсть от темно-коричневого до черного цвета и характерные длинные изогнутые рога, которые могли достигать более 1 метра в длину. Туры демонстрировали социальное поведение, образуя стада с иерархической структурой, возглавляемые доминирующими особями. Наконец, они были травоядными и адаптировались к различным средам, включая леса, луга и водно-болотные угодья. Но до наших дней, благодаря человеку, туры не дожили. Осенью 1627 года в Мазовецких лесах, лежащих между Варшавой и Гродно, умерла последняя на нашей планете турица. Туры перестали существовать, а когда-то туров было много, очень много, и не только в этих лесах. По всей Европе еще в IX веке французский король Карл Великий угощал охотой на туров арабских послов. И, как свидетельствуют летописи, в 1000 году на туров велась активная охота. Охотились на туров и позже, но они стали настолько редки уже, что в Польше, например, такая охота была привилегией лишь царствующих особ. Со всех стран Европы съезжались именитые вельможи, чтобы участвовать в этой охоте или хотя бы присутствовать на ней. Туры, уже исчезнувшие во всех европейских странах, еще водились в лесах Мазовья, но и тут они были обречены. В 1564 году там их оставалось лишь 30 голов, в 1602 всего 4, а через 25 лет пала последняя турица. Правда, имеются сведения, что еще один тур продержался до 1669 года в Кенигсбергском зоопарке, но так или иначе 400 лет назад туры исчезли с лица земли. Правда, туры издавна занимали значительное место в искусстве и устном народном творчестве людей. О них сообщалось в летописях, но всюду имеются сведения лишь об охоте на них. Охоту на туров описывали и греческие писатели, о турах говорит и Юлий Цезарь, рассказывая о своих походах. Даже такие детали, как использование турьих рогов в римской армии для сигнализации, у скифов они служили сосудами для питья, известны нам. Неизвестно лишь, как происходило приручение. Конечно, описывать или изображать охоту куда интереснее, чем рассказывать о приручении. Да и как о нем расскажешь, если продолжалось это долго? Наверное, не одно столетие. Правда, до нас дошли описания ловли диких быков, которых, по мнению некоторых современных ученых, после поимки приручали. Но вряд ли таким образом можно было приручить взрослое животное. Скорее всего, это были телята. Кроме того, одомашнивание стало возможным, потому что они были стадными животными, нуждались в вожаке, в стаде, и вожака и стада заменил ему человек. Тем не менее, их одомашнивание ранними людьми ознаменовало поворотный момент в истории сельского хозяйства и цивилизации, поскольку оно заложило основу для современных пород крупного рогатого скота и наших сегодняшних систем производства продуктов питания. Приручение тура стало монументальным достижением в истории человечества. Это ознаменовало переход от кочевых охотничьих и собирательских обществ к оседлым земледельческим сообществам. Точные сроки и методы приручения тура до сих пор остаются темами исследования и дискуссии среди ученых. Однако широко распространено мнение, что это произошло примерно от 8 до 10 тысяч лет назад. Древние люди поняли, что размер, сила и приспособляемость туров могут принести им большую пользу. С помощью селекционного разведения этих животных наши предки начали трансформацию, которая привела к появлению разнообразных пород крупного рогатого скота, которые мы имеем сегодня.
Переход от туров к современному крупному рогатому скоту был медленным и сложным процессом, который разворачивался на протяжении столетий, поскольку люди продолжали выборочно разводить этих животных по различным признакам. Появилось несколько отдельных пород крупного рогатого скота, каждая из которых адаптирована к конкретным потребностям людей, ухаживающих за ними. И одомашнивание скота не ограничивалось одним регионом. По мере расширения человеческого общества рос и их скот. Разнообразные виды домашнего скота начали распространяться по всему земному шару. И на некоторых нам просто необходимо посмотреть, ведь они так не похожи на наших привычных буренок. Родственница зебу ватуси по-своему приспособилась к жаркому климату. Порода ватуси получена в результате скрещивания египетской породы коров и зебу. И если горба у них нет, то рога у нее просто потрясающие. И они появились не просто так. Рога ватуси имеют очень большое значение в процессе терморегуляции. Полые рога пронизаны кровеносными сосудами. Благодаря этому кровь охлаждается потоками воздуха, а затем циркулирует по всему телу, тем самым его охлаждая. И несмотря на такие рога, коровки эти миролюбивы. Чего не скажешь, а еще об одном представителе, но уже с другого континента – техасском лонгхорне, что в переводе означает «длинный рог». Происхождение породы техасский лонгхорн тесно связано с историей освоения Америки. Вместе с людьми на кораблях из разных уголков Европы прибывал и домашний скот. Как показал генетический анализ, техасский лонгхорн происходит от иберийских гибридных коров, которые ведут свою родословную от коров Средиземноморского региона с примесью крови коров из далекой Индии. Представители этой породы были первыми, которые появились в Новом Свете, и им удалось как нельзя лучше приспособиться к условиям Дикого Запада. Техасские лонгхорны прекрасно переносили длительные перекочевки в поисках пастбищ и даже набирали при этом вес. За выносливость, плодовитость и неприхотливость ковбои готовы были простить им один существенный недостаток – лонгхорны обладают весьма агрессивным нравом. И если одни коровки и быки спасаются как могут от жары, то другие спасались от холода. Дикий як, тоже представитель семейства крупного рогатого скота. Он родом из тибетского плоскогорья, который иногда называют крышей мира, из-за того, что его вершина находится на высоте более 6 километров над уровнем моря. Як – эксперт по выживанию в экстремальных холодах и на предельных высотах. Еще в древности, более 3000 лет назад, человек одомашнил косматого тибетского быка – яка. На протяжении веков и по сей день кочевые скотоводы и западные экспедиции зависели от домашних яков для передвижения и пропитания. Они потребляли их молоко, масло и мясо, а также использовали побочные продукты для изготовления одежды, палаток, кожаных изделий и лекарственных препаратов. Фекалии домашних яков и другого домашнего скота являются основным источником топлива для жителей тибетского плато. Нельзя не упомянуть хайнака – это гибрид яка с коровой. Живут они в тех местах, где проживают и истинные яки. Это Тибет, Непал и Монголия. Хайнак, как и як, обладает длинной косматой шерстью, которая свисает с туловища и почти полностью закрывает ноги, а также характерным горбом на спине, отчего спина кажется покатой. Они очень удобны как тягловые животные, отличаются меньшей выносливостью, но также меньшими размерами и более смирным нравом, чем яки, и при этом более продуктивные по выходу и качеству молока. В Европе тоже есть свои лохматые коровы, и живут они в Шотландии. Как самостоятельный вид, шотландская высокогорная корова известна уже более 200 лет. Животные отличаются необычной мохнатой внешностью. Этих добродушных волосатых буренок зовут коровами Хайленд, ведь место их прописки называется Хайленд, гористая область, откуда по преданию и вышли эти коровы. Толстая двухслойная шуба защищает животных не только от холода, но и от пронизывающего сырого ветра.
Из крупного рогатого скота человек одомашнил также гаура и бантенга. Гаур – крупнейший представитель рода настоящих быков. Длина тела гаура достигает более 3 метров, высота в плечах доходит до 2, а его вес может достигать 1,5 тонн, в отдельных случаях и до 2 тонн. А домашняя форма называется гаял. Родина гаялов – гористые местности на восток от Брахмапутры вплоть до Мьямны, где он держится стадами в лесах и карабкается с большой ловкостью по горам и скалам. Почти со всеми породами домашнего рогатого скота, в том числе и зебу, гаялы скрещиваются и дают плодовитое потомство. Бантенг также один из немногих видов настоящего крупного рогатого скота, который не произошел от вымерших туров. Их предки, дикие бантенги, были одомашнены около 3500 лет до нашей эры. Наиболее вероятным регионом, где могло произойти одомашнивание бантенга, является остров Ява. На материке из-за наличия домашнего азиатского буйвола в одомашнивании бантенга не было особой нужды. На протяжении веков центром разведения домашних бантенгов был остров Бали. Кстати, о буйволах. Человек пытался приручить и их, и с азиатским у него это получилось. Люди еще в глубокой древности одомашнили этого крупного и сильного представителя рода буйволов. Сейчас этот бык – одно из основных животных в сельском хозяйстве азиатского региона. Домашние особи отличаются от диких не только спокойным и уравновешенным нравом, но и телосложением. Главная сфера применения животного в качестве тягловой силы при возделывании рисовых полей. Обратив внимание на индийского буйвола, можно сказать, что он полная противоположность своему брату из Африки. Африканский буйвол имеет агрессивные нравы, из-за чего не поддается одомашниванию, а также невозможно использовать его в домашнем хозяйстве. По словам европейских ученых, было совершено множество попыток приручения дикого животного, но африканский буйвол так и не поддался попыткам одомашниванию ни одному народу Африки. Помимо буйволов, есть даже гибриды коровы и зубра и североамериканского бизона. Биффало – гибрид коровы и американского дикого бизона. Первым вывел биффало Чарльз Гуднайт на своем ранчо, когда в 1886 году в Канзасе погибли от холода тысячи голов скота. Гуднайт решил вывести породу, которая смогла бы пережить лютые зимы. И у него это получилось. Биффало имеет прочную конституцию, хорошую активность, покладистый характер и устойчивость ко многим болезням и плодовитость. Зуброн – это гибридное животное самца европейского зубра и самки домашней коровы. Впервые этого гибрида вывел в 1847 году Леопольд Валийский, ученый из Польши. Но попытки скрестить этих животных предпринимались и раньше. После Первой мировой войны многие европейцы считали, что зуброны заменят домашний скот, ведь они чрезвычайно устойчивы к болезням. Хотя на данный момент программа по разведению зубронов не действует. Осталось лишь единственное стадо этих гибридов, состоящее из нескольких особей. Оно живет в национальном парке Беларуси – Беловежской пуще. Ну а мы от рогатых диковинок все-таки возвратимся к корове обыкновенной. Как же она выглядит в наши дни? Причем посмотрим мы на нее как снаружи, так и внутри. Чего ей скрывать? Шерсть у коровы короткая, гладкая, покрывает все тело. В основном животное белого, черного и коричневого цветов. Также встречаются как с однотонной окраской, так и с пятнами. Морда широкая, крупная, лоб плоский и сверху есть густой мех, чаще всего курчавый. На голове растет пара полых рогов, растущих вверх или в разные стороны. Аккуратные ушки обычно располагаются под рогами. У коров крупные, глубоко посаженные глаза с густыми ресницами. Да, глаза у коровы большие и добрые, и печальные. Человеку, делая комплимент, говорят, что у него глаза как у коровы. Но человек видит по-другому. И раз про глаза, то давайте про глаза. В отличие от людей, коровы видят цвета с меньшей интенсивностью и яркостью и могут видеть только несколько цветов. И те, которые они видят, блеклые. Коровы не различают красный, зеленый или другие их варианты. А это означает, что вместо этих цветов они видят оттенок черного или серого. Тот факт, что быки злятся, когда видят красную накидку, всего лишь миф, поскольку их раздражает не цвет, а движение накидки, когда размахивает матадор.
Они лучше различают длинноволновые цвета. Коровы более чувствительны к резким контрастам, чем к цветам, поэтому они становятся настороженными, когда видят тени. Например, черный забор возле белого сарая заставляет коров пугаться из-за разницы в контрасте между двумя объектами. Как и другие животные, такие как кошки и собаки, коровы видят в темноте лучше, чем люди, потому что у них есть светоотражающая поверхность. Эта поверхность представляет собой участок, расположенный в задней части глазного яблока, ниже сетчатки. Эта область позволяет свету, попадающему в глазное яблоко, отражаться внутри глаза, усиливая низкие уровни света. Это состояние адаптации, которое помогает им видеть пищу при отсутствии другого источника света или передвигаться в темноте. Коровы обладают панорамным зрением, а это означает, что им не нужно двигать головой, чтобы видеть во всех направлениях, кроме того, что находится позади них. Поэтому диапазон их зрения составляет около 300 градусов. Это им помогает быть в курсе хищников, которые могут угрожать их жизни. К тому же они обладают чутким слухом и хорошим обонянием. Еще у коровы есть хвост, и он, как правило, длинный, толстый, а на конце кисточка из меха. С помощью хвоста коровы отгоняют назойливых насекомых от себя. Спина практически прямая, немного изогнута, бедра плоские, массивные. У самок есть вымя, которое находится в паховой зоне. Это молочная железа, из которой теленок пьет молоко матери. Но недолго. И по большей части пьет коровье молоко человек. Именно люди придумали делать из молока всевозможные вкусные молочные продукты. Сливки, масло, сыр, творог и еще много вкусностей. Пользуется человек коровьими дарами, а сам даже с названием не определился. Ведь однозначного имени у животного нет. С одной стороны, все называют корову коровой, что является термином для самочек. С другой, научное название домашний бык дает перекос в противоположную сторону, характеризуя только самцов. Помимо этого есть телочки, молодые самочки до отела, и телок — это молодой бычок, валы — кастрированные бычки и совсем маленькие телята, малыши обоих полов. Хотя это, конечно же, шутка, которая говорит только о разнообразии языка. А мы приглядимся еще раз к корове. Смотря на нее, многие думают, что это медлительное животное. Они спокойно ходят по пастбищу и жуют травку. Если животное переходит дорогу, то движение транспорта останавливается надолго. Корова медленно выхаживает по шоссе. Я не спешу, и вы подождете. На самом деле буренки, когда им очень нужно, подвижны и активны. Животные быстро бегают. Они могут развивать приличную скорость. Правда, сил на бег они тратят много, поэтому и пробежка у них непродолжительная. Коровы бегают всегда от опасности, а быки развивают высокую скорость, чтобы наоборот эту опасность устранить. Бык отгоняет людей, других животных, может напасть и на автомобиль, если он будет представлять для него препятствие или угрозу. А когда ничего не угрожает, коровы мирно пасутся на лугу и жуют жвачку, но не ту, о которой вы подумали, и об этом поподробнее. У них широкий рот и приспособленные зубы для поедания жесткой растительности. У взрослых особей 32 зуба, но отсутствуют верхние резцы и клыки. Во рту у коров есть липкая прокладка, которая помогает сорвать траву. Гребни зубов маляров движутся параллельно языку, и таким образом жевание более эффективное и выполняется круговыми движениями. Интересно то, что у нее на языке находится 25 тысяч вкусовых рецепторов. Она производит 150 литров слюны в день. Животное делает более 100 жевательных движений в минуту. И все почему? Потому что у коров интересная пищеварительная система. Хотя на первый взгляд вроде все просто. Рот, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. Все так. Да не так. Желудок состоит из 4 камер. Корова заглатывает пищу целиком, почти не перерабатывая ее зубами. А потом, когда отдыхает, отрыгивает ее частями и тщательно пережевывает. Вот почему корову часто можно увидеть жующей. Механизм отрыжки и пережевывания пищи из желудка называется жвачкой. Если у коровы этот процесс прекращается, значит с ней что-то не так. И раз этот желудок необычный, то о нем стоит поговорить.
Как мы узнали, он состоит из 4 камер. И у каждой камеры свое название. Рубец, книжка, сетка и сычук. И, конечно же, у каждой камеры свое предназначение. Настоящим желудком в полном смысле этого слова является сычук. Другие камеры служат для предварительной обработки пищи. Они называются преджелудками. Рубец, книжка и сетка не имеют желез, которые бы вырабатывали желудочный сок. Только сычук снабжен ими. Зато в преджелудках происходит ферментация, сортировка и механическая переработка корма. Рубцом называют первый отдел желудка коровы. Он имеет наибольший объем по сравнению с другими камерами – около 200 литров. Он расположен в брюшной полости с левой стороны. Проглоченный корм попадает в этот преджелудок. Рубец наполнен микроорганизмами, которые обеспечивают первичную переработку пищи. И в рубце их содержится огромное количество. Их общая масса составляет около 3 килограммов. Они способствуют синтезу витаминов группы В и белка в организме животного. По сути, корова – гигантский космический крейсер, на борту которого путешествуют колонии разнообразных микроорганизмов. И нормально жить друг без друга они не могут. Рубец состоит из двойного мышечного слоя и поделен на 2 части небольшим желобом. Слизистая оболочка преджелудка снабжена 10-сантиметровыми сосочками. Именно в рубце происходит расщепление крахмалистых соединений и целлюлозы до простых сахаров. Благодаря этому процессу животное получает необходимую энергию. Этот отдел желудка гораздо меньше по объему, чем предыдущий. Его вместимость не более 10 литров. Сетка располагается в области грудной клетки. Один ее участок прилегает к диафрагме. Основной функцией сетки является сортировка корма. Мелкие фракции пищи отсюда продвигаются в следующий отдел желудка, а большие отрыгивает и попадают в рот коровы, где происходит их пережевывание. Сетка как бы фильтрует пищу, пропуская дальше по системе пищеварения корм, который прошел уже первичную переработку. Мелкие кусочки корма продвигаются в книжку, третий отдел желудка. Здесь пища тщательно измельчается механически, благодаря особому строению слизистой оболочки. Она состоит из складок, напоминающих листочки. В книге происходит дальнейшая переработка грубых волокон клетчатки и всасывание воды и кислот. А у телят, кстати, все по-другому. Сычук активно работает, тогда как другие отделы желудка остаются незадействованными почти до 3-недельного возраста. Рубец у них находится в сложенном положении, а молоко сразу поступает в сычук по желобу, минуя сетку и книжку. И на данный момент в мире обитает 1,5 миллиарда коров, которые состоят из удивительного разнообразия пород, выведенных селекционерами, и каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. Всего в наши дни насчитывается около 1080 пород крупного рогатого скота. Также следует упомянуть приблизительно 121 породу зебу, 38 пород буйволов и около 30 гибридов зебу и европейской коровы. Существующие в наше время породы коров можно разделить по направлениям хозяйственного использования на молочные, мясные, молочно-мясные и мясомолочные. Самые лучшие молочные породы коров определяются не только количеством получаемого продукта, но и его качеством, а также сложностью содержания, кормления и ухода. И на некоторых мы посмотрим: галштинская, арширская, голландская, англерская, джерсейская. Многие породы названы по месту, где их вывели. Холмогорская порода, ярославские коровы, тагильские, красные степные, калмыцкие и костромские. Мясные породы коров: абердин-ангусская, головейская, герефордская, шароле, плюшевая, брангус, санта-гертруда. Комбинированные породы: сементальская порода, лебединская, кавказская бурая, красная горбатовская, бестужевская порода и многие другие. Помимо своей экономической и сельскохозяйственной роли, коровы имели и имеют культурное и духовное значение для общества во всем мире на протяжении тысячелетий. Во многих странах корова является божественным символом. Так, например, в Египте небесная корова Нут, породившая небо, олицетворяла небесный океан. Богиня Хатор – богиня неба, любви и радости, а также кормилица всех живущих на земле. В более древние времена изображалась в виде коровы.
а в более современной изображалась как женщина с коровьими рожками. Даже известный бог солнца Ра поднимался из океана на небесной корове. В Индии же это священное животное символизирует плодовитость, изобилие, деторождение. С древности корову считают священным животным, воплощением Великой Матери Адити и Земли, а иногда даже всей Вселенной. Корова защищается вселенскими законами, и Вишну, высшей личностью Бога, лично. За убийство коровы можно также попасть в ад. И если не в ад, то в тюрьму однозначно, поэтому это запрещено. В Мемфисе она выступала символом пассивной порождающей силы, воплощением Венеры. Именно корову по совету оракула легендарный Кадм ведет к мосту, где будут основаны Фивы. И у славян корова являлась олицетворением богини неба и кормилицей земли. Корова в крестьянской семье издавна олицетворяла богатство и достаток. Крестьяне ее часто называли кормилицей. Потерять корову, особенно в неурожайные годы, для крестьян было равносильно катастрофе. Поэтому корову в глубинке, в селах, деревнях всегда очень уважали, всячески оберегали, заботились, относились к ней ласково. И жаль, конечно, что в нашем мире, в наше время коровы традиционно рассматриваются многими только как поставщики молока и мяса, ведь они далеко не глупые животные. Мы часто недооцениваем этих кротких гигантов, когда речь заходит об интеллекте. Тем не менее, они обладают множеством когнитивных и эмоциональных способностей. Коровы такие же разные, как люди. Они могут быть очень умными или глупыми, дружелюбными, понимающими, агрессивными, послушными, изобретательными, гордыми или застенчивыми. В большом стаде представлены все эти характеры. И дружить коровы умеют. В каждом стаде есть группа коров, которые держатся вместе и оказывают друг другу знаки внимания. Например, облизывают друг друга. Коровы обладают эмпатией, то есть сочувствуют больным или раненым соплеменникам. Корова имеет чувство справедливости. Например, если корова нападет на более слабую корову или теленка, более сильные особи поставят ее на место. Коровы чувствуют гнев и могут мстить обидчикам. И, конечно же, коровы любят ласку и хорошее обращение. Все как у людей. Недаром говорят, ласковый теленок двух маток сосет, а бодливому и одна не дается. От туров в древности до разнообразных пород крупного рогатого скота сегодня их эволюция и одомашнивание сыграла ключевую роль в развитии человеческого общества, сельского хозяйства и культуры во всем мире. И поскольку мы восхищаемся этими нежными созданиями в нашем современном мире, важно задуматься о путешествии, которые не прошли вместе с нами, и о неприходящем наследии сотрудничества и взаимной выгоды, которая определяет наши отношения с ними. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.